Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Будете хрипеть. Пророчество Бродского украинцам. Сбылось все в точности». В 20 веке в России появилось немало выдающихся людей. И если говорить о великих поэтах, то нельзя не вспомнить творчество Иосифа Бродского, произведения которого были и останутся ключевыми в мире литературы. При этом у Иосифа Александровича сложилась очень непростая жизнь. Он постоянно был на крючке спецслужб, часто попадал в тюрьмы и мотался по ссылкам. В итоге поэт все же покинул родину, переехав в США, где и получил долгожданное признание. Сегодня мы поговорим о биографии Иосифа Бродского и о том, какое пророчество он сделал в своих стихах про Украину. Это стихотворение вызвало целый ураган, ведь оно очень жесткое, ясно говорящее о том, что ждет незалежное государство в конечном итоге. Шел 1940 год, не самое простое время в истории Советского Союза. 24 мая в семье фотографа Александра Бродского появился сын. Мама Иосифа, которая работала бухгалтером, на время оставила работу ради присмотра за малышом. Но через год началась война. Ленинград был окружен немцами, жители города испытывали холод, голод. Семья Бродских, как и другие сотни тысяч людей в блокадном городе, выживали как могли. В 1942 году Иосиф и его мама смогли вырваться из Ленинграда и уехали в Череповец. Там они прожили до самого конца войны. А отец в это время трудился военным фотографом, заслужил офицерский чин. Правда, потом, уже в 1950-м, когда стали проводиться чистки евреев среди офицерского состава, Бродскому-старшему пришлось перейти на работу фотокорреспондента в обычную газету. Конечно, никаких сбережений в семье Бродских не было, зарплата родителей оставляла желать лучшего. И Иосифу пришлось в 15 лет оставить школу, чтобы хоть чем-то помочь родителям. Паренек поступил на завод, стал работать помощником фрезеровщика. Тяжело было, поэтому через какое-то время Иосиф решил сменить род деятельности, устроился проводником. Но тут тоже не получилось. Тогда он решил, что станет врачом, даже отправился подрабатывать в морг, дабы набраться опыта. Вскоре это занятие парня тоже разочаровало. Потом еще несколько лет он упорно искал свою стезю, сменив множество профессий. В 1962 году Бродский познакомился с начинающей художницей Мариной Басмановой. Они долгое время встречались, даже жили вместе. В 1968 году Марина родила сына Андрея. Но рождение ребенка ухудшило отношения между Бродским и Басмановой, они разошлись. Неизменным для него оставалось лишь одно. Бродский постоянно читал стихи, философские трактаты, учил языки и строил с приятелями планы, как угнать самолет. Он очень хотел уехать из Союза. Понятно, что это были только разговоры, однако, как показало время, нельзя мечтать слишком сильно, мечты имеют обыкновение сбываться. По словам самого Иосифа Бродского, его первые хорошие стихи появились в 18 лет. Но на самом деле есть и произведения, которые он написал еще раньше, хотя они не столь яркие, как более поздние стихи. Поэтому поэт и не любил про них упоминать. Среди первых примечательных работ можно назвать такие стихотворения, как «Рождественский романс», «От окраины к центру», «Памятник Пушкину» и другие. Бродский впитывал в себя литературное наследие известнейших русских поэтов и поэтесс Бориса Пастернака, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. С Ахматовой Бродский познакомился в 1961 году. Поэтесса увидела в начинающем поэте невероятный талант и поддерживала творчество Бродского, от всей души и всем сердцем веря в успех. Кстати, Бродский потом признался, что стихи самой Ахматовой ему не очень-то нравились. Больше его впечатлила сама личность поэтессы, ее масштаб. Все бы ничего, но когда в 1958 году Бродский опубликовал стихотворение «Пилигримы и одиночество», на него обратили внимание органы НКВД. Тема этих стихов была связана с переосмыслением того, что происходило с самим поэтом, ведь издательства одно за другим отказывались от печати его произведений. И, видимо, чекисты узрели в этих стихах обвинения в адрес правительства. Еще хуже стало после того, как 14 февраля 1960 года на ленинградском турнире поэтов Бродский, появившись впервые, прочитал свое стихотворение «Еврейское кладбище». Оно подняло невероятный шум, вылилось в громкий скандал в обществе и среди коллег поэта. А через 3 года в «Вечернем Ленинграде» вышла обличительная статья, где Бродского осуждали за образ жизни, совершенно неприемлемый для гражданина СССР. Интересно, что авторы статьи вырвали несколько строк из контекста стихов Бродского, что совсем искажало истинный смысл этих произведений.
С тех пор начались постоянные гонения и неудачи. Поэту досаждали власти, не давали печататься. Он находился на грани нищеты, приходилось пробиваться случайной работой. В основном он занимался переводами. А в 1964-м та же самая газета еще раз прошлась по творчеству Бродского, опубликовав письма читателей, которые требовали наказания для несоветского поэта. Прочитав эту статью, Иосиф Александрович был поражен такой несправедливостью. В итоге через месяц он был арестован. Обвиняли в тунеядстве. На следующий день в следственном изоляторе Бродский пережил свой первый инфаркт и еле выкарабкался. После этого родились такие грустные стихотворения, как «Здравствуй, мое старение» и «Что сказать мне о жизни». В том же 1964 году травля поэта достигла своего апогея. Ко всему прочему прибавился еще и разрыв отношений с любимой женщиной Мариной Басмановой. Психологическое состояние Иосифа Александровича стало совсем шатким. Он не знал, как жить дальше. Пытался покончить с собой, но неудачно. В минуты этих мрачных размышлений появилось знаменитое стихотворение «Не выходи из комнаты». В нем Бродский, уже ничего не боясь, выразил свое мнение о том, какое место советская власть отводит простому человеку. Через 2 года, в 1972-м, Иосифу Александровичу предложили 2 пути – оставшуюся жизнь провести в психбольнице или же эмигрировать из СССР. Бродский уже знал, что такое психушка. Это было для него еще хуже, чем тюрьма, поэтому он уехал. И в 1977 году, через 5 лет после пересечения границы Советского Союза, Иосиф Александрович получил гражданство Соединенных Штатов. Конечно, он не сразу сдался. Перед тем, как уехать, предпринимал разные попытки остаться на родине. Писал даже Брежневу, прося разрешения остаться в России и работать хотя бы переводчиком. Однако все ходатайства остались без ответа. В США жизнь поэта наладилась. Он получил признание, участвовал в разных поэтических фестивалях, побывал в Лондоне на международном фестивале поэтов, преподавал литературу во многих американских университетах. Также попутно составлял эссе, разные заметки на английском языке, переводил на него русскоязычные стихи Набокова. В 1986 году появился сборник стихов Бродского «Меньшие единицы», а через год он получил Нобелевскую премию по литературе за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью. На самом деле Иосиф Бродский никак не ожидал этого. Новости стали для него весьма неожиданными. Сначала не поверил поздравлениям. Я позвонил на BBC, и там подтвердили вести из Стокгольма. Я пока не знаю, что означает эта награда лично для меня. Что касается других людей, надеюсь, что премия привлечет внимание к русской поэзии. Не только к моим стихам, но и к произведениям других русских поэтов. В те годы у Бродского завязались серьезные отношения с Марией Сацани, аристократкой из Италии, имевшей русские корни. В 1990-м поэт наконец-то женился, и у пары родилась дочь, Анна. Однако отцу не суждено было растить свою дочку. Еще до переезда в США Бродский страдал от стенокардии. В 1978 году его прооперировали американские врачи. Они отправили к властям Советского Союза официальное обращение, где просили, чтобы в Штаты приехали родители Бродского для ухода за сыном. Но разрешения не давали. Сами родственники 12 раз обращались за правом на выезд и получали только отказы. Его мать умерла в 1983 году, а отец годом позже, но им так и не удалось повидаться с сыном. С 1987 по 1989 годы появились такие стихотворения, как «Памяти отца», «Представление» и эссе «Полторы комнаты», где поэт сделал попытку передать всю боль сына, которому не дали возможность похоронить своих родителей. Поэт пережил 4 инфаркта за 30 лет, с 1964 по 1994 годы. А смерть родителей и невозможность приехать хотя бы на похороны очень плохо сказались на состоянии здоровья поэта. Тем не менее, он продолжал активно работать. Но в конце 1995 года, словно чувствуя скорую смерть, поэт выкупил для себя место на Нью-Йоркском кладбище. А через несколько недель, 27 января 1996 года, он, как обычно, подготовив портфель, на следующий день ушел в свой кабинет. Жена и дочь уснули. А когда с утра они заглянули в кабинет главы семьи, то нашли его уже без признаков жизни. Похоронили поэта сначала на том месте, которое он выкупил, а потом в 1997-м перезахоронили в Венеции. Он так и не приехал в Россию, хотя возможности уже были. А теперь вернемся немного назад, в конец 1980-х. Работы Бродского не печатались в СССР, и только во время перестройки стихи Иосифа Александровича стали появляться в советских газетах, а с 1990-го появились и книги.
Бродский не раз получал приглашение вернуться на родину, но то и дело откладывал поездку, боясь повышенного внимания и волнений. Среди всей этой суматохи он сочинил стихи про Украину, про которые стоит рассказать более подробно. Любовь к своей родине у Бродского сквозила почти в каждом его произведении. Были и такие работы, которые посвящались странам постсоветского пространства. И вот в одной из них, написанной в 1991 году, поэт рассказывал про ужасную судьбу Украины. Это были всего лишь его мысли в стихах, но подкрепленные фактами. Впервые стихи на независимость Украины опубликовали в 1996 в газете «Вечерний Киев». То ли тогда их редакторы не прочитали, то ли не поняли мысль. Сам поэт однажды уже их декламировал в США в 1992 году. Посмотрите, как сейчас тема этих стихов словно воплощается в жизнь. Вот эти строки. «Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой. Слава богу, проиграно. Как говорил Картавый, время покажет Кузькину мать руины. Кости посмертной радости с привкусом Украины. То не зелено-квитный, траченный изотопом, жовто-блакитный рейд над Конотопом, скроенный из холста. Знать припасла Канада. Даром, что без креста, но хохлам не надо. Гой ты, рушник-карбованец, семечки в потной жмене. Не нам, кацапам, их обвинять в измене. Сами под образами 70 лет в Рязани, с залитыми глазами жили, как при Тарзане. Скажем им звонкой матерью паузы метя строго, скатертью вам хохлы и рушником дорога. Ступайте от нас в жупане, не говоря в мундире, по адресу на 3 буквы на все 4 стороны. Пусть теперь в мазанке хором ганцы с ляхами ставят вас на 4 кости поганцы. Как в петлю лезть, так сообща, сук выбирая в чаще, а курицу из борща грызть в одиночку слаще? Прощавайте, хохлы, пожили вместе, хватит. Плюнуть, что ли, в Днепра, может, он вспять покатит, брезгуя гордо нами, как скорый, битком набитый, отвернутыми углами и вековой обидой. Не поминайте лихом, вашего неба, хлеба, нам, подавись мы жмыхом и потолком, не треба. Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась знать любовь, коли была промежду. Что ковыряться зря в рваных корнях глаголом? Вас родила земля, грунт чернозем с подзолом. Полно качать права, шить нам одно, другое. Эта земля не дает вам ковунам покоя. Ой да левада степь, краля, баштан, вареник. Больше поди теряли, больше людей, чем денег. Как-нибудь перебьемся. А что до слезы из глаза? Нет на нее указа ждать до другого раза. С богом орлы-казаки, гетманы, вертухаи. Только когда придет и вам помирать, бугаи. Будете вы хрипеть, царапая край матраса. Строчки из Александра, а не брехню Тараса. Тут все написано про судьбу незалежной и очень ясно. И это поняли не только мы с вами, но и украинские литературно-культурные деятели 90-х годов. Снова разразился скандал. Эффект этих стихов был невероятно сильным еще и потому, что Бродского считали на Украине образцом человека, который смог уехать в 1970-х в США, убегая от советской действительности. Но судя по этому стихотворению, выходило, что он диссидент не по отношению к СССР, а по отношению к Украине. Ситуация возникла пренеприятная, и потому представители Украины стали выкручиваться. Сначала они заявили, что это не стихи Бродского, а подделка, при этом напрочь забыв, что сам поэт в 1992 году читал их в ходе встречи в еврейском центре Калифорнии, и запись его выступления есть. В итоге, видимо, кто-то указал им на запись, и тогда они придумали, что это все состряпали недоброжелатели в Москве. Интересно, что российские литературные деятели тоже поддержали своих коллег с Украины с их идеей о подделке. На этом основании стихотворения не стали включать в 7-томный сборник сочинения Иосифа Бродского. Однако в 2014 году Виктор Кулли, литературовед, изучавший архивы Бродского, подтвердил, что стихи подлинные. Через год после смерти Иосифа Бродского я приехал в Нью-Йорк, чтобы начать описывать его архив. Я своими собственными глазами видел там несколько листков с черновыми вариантами стиха. В украинской Википедии, если открыть статью о Бродском, вы найдете, что он придерживался украинофобских взглядов. Прочтите вот этот фрагмент. Тут не надо знать украинский язык, чтобы понять, что написано. Бродский показал свою российско-имперскую сущность и лаял на борцов за независимость. Но если хорошенько подумать, чего, видимо, не умеют делать на Украине, то ясно, что на самом деле это Бродский видел всю украинскую сущность. Раз сейчас, в наши дни, его слова в точности сбываются.
Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.